Главную новость вы уже знаете. Президенты Украины и США прямо в овальном кабинете, прямо перед камерами журналистов устроили скандал. Вице-президент Джей Ди Венс в дуэте со своим боссом принялся натурально отчитывать президента Украины Зеленского за неуважение и недостаточную благодарность США за помощь. Следом президента Украины обвинили в том, что мир ему на самом деле не нужен. Зеленский в ответ вспылил, и весь разговор из обычного протокольного мероприятия перед реальными переговорами перешел просто в склоку. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. Except that there are disagreements. Подписание соглашения по украинским недрам было как минимум отложено. Зеленский покинул Белый дом досрочно. Стороны даже не дали совместной пресс-конференции. Мы дальше порассуждаем, какое это все будет иметь значение и будет ли. Но пока просто признаем, что весь мир так давно не офигевал. Уникальность ситуации заключается в том, что никто даже толком не знает, как на это все в принципе реагировать. В принципе, вряд ли на свете есть такое официальное лицо, которое бы нечто похожее планировало. Вот выпадет на мою карьеру публичная перепалка с президентом США в Белом доме, и тогда я скажу вот то-то и то. Если вам кажется, что у нас тут есть какие-то супер идеи и объяснения, то у нас их нет. Мы вместе с вами наблюдали публичную перепалку в Белом доме на глазах у журналистов. Мы сразу же пошли интенсивно искать какие-то исторические прецеденты и ничего похожего не нашли. Главы государств – это тот уровень, где всегда принято соблюдать политес любой ценой. Без разницы, в каких отношениях находится государство. Но первые лица, по крайней мере при личных встречах, ведут себя, насколько это возможно, корректно. Обычно требуется немалый такой опыт в деле анализа внешней политики, чтобы за нейтральными формулировками совместных пресс-релизов разглядеть, что встреча, возможно, пошла не так гладко, как хотелось бы. Здесь же у нас новость не в том, о чем Трамп и Зеленский договорились. Очевидно, не договорились совершенно ни о чем. Здесь речь не о том, были ли или не были подписаны какие-то документы. Точно не были. Здесь у нас все сводится просто к перепалке в прямом эфире. По сравнению с этой перепалкой уже ничто иное не имеет значения. Это явно сброс всех попыток о чем-то договориться на ноль. С таких позиций никто ни с кем не договаривается. I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. Мы не будем обсуждать, кто тут прав, кто виноват, потому что это бессмысленно. Не существует никаких аргументов и никакого способа никого переубедить. Все сделают выводы, исходя из личных симпатий. Так-то понятное дело, что Трамп хамло. Команда Трампа и он лично за месяц пребывания в должности успели тем или иным образом оскорбить всех союзников США. Не далее, как позавчера, он, например, объявил, что Евросоюз был создан с целью подставить США. Если остались мировые лидеры, не получившие какой-нибудь унизительной отповеди от Трампа, то это разве что Владимир Путин, Си Цзиньпинь и Ким Чен Ын. Равно как и внутри США. Нет там заметных политиков на федеральном уровне, причем от обеих партий, кому хоть раз бы Трамп не придумал обидное прозвище. И судя по тому, что мы знаем о Трампе из многочисленных книг и интервью тех, с кем он работал на своем первом сроке, у него совершенно не синдром Жириновского, его манера поведения не игра на камеру. Он просто вот такой. Нам легко представить, с чем столкнулся Зеленский за закрытыми дверьми, потому что столкнулся он с тем же самым Трампом, которого мы видим снаружи. И что бы там ни случилось за закрытыми дверьми, отчитывать главу дружественного государства под камерой как школьника – это вообще совершенно недопустимая манера беседы. С людьми, в принципе, так разговаривать не стоит, а с учетом обстоятельств и статуса собеседников это вообще ни на что не налазит. С другой стороны, Владимир Зеленский не мог не понимать, что за собеседник перед ним окажется. И, наверное, можно было как-то к этому, не знаю, попробовать подготовиться. This is going to be great television, I will say that. All right. We'll see what we can do about putting it together. Короче говоря, оставим выяснение, кто там больше не прав, не будем раздавать непрошенных советов и сразу перейдем к сути дела, а именно к последствиям. Попытаемся понять,
Перед нами просто изолированная сенсация, которую интересно мусолить? Или у этого будут какие-то экстремальные последствия в реальном мире? Если бы речь шла о любом другом президенте США, то вот такое публичное выяснение отношений вылилось бы как минимум в серьезный разлад со всем тем, что мы называем свободным миром. При любом другом президенте нельзя было бы представить такую ситуацию, что кто-то вдрызг ругается с американским лидером прямо в овальном кабинете, но это вообще никак не влияет на отношения с Евросоюзом и с западным миром в целом, даже с Канадой. Но тут у нас случилось нечто прямо противоположное. Кажется, что такой волны сочувствия и поддержки Украины среди мировых лидеров не было с первого дня войны. Бессмысленно перечислять всех, начиная от президента Франции, обоих канцлеров Германии, уходящего и приходящего, заканчивая канадским премьером Трюдо. Каждый посчитал своим долгом написать слова поддержки и недвусмысленно дать понять, что конфликт с Трампом вообще не значит конфликта с западным миром. Что Трамп не является ни выразителем воли этого мира, ни даже какой-то объединяющей для этого мира фигурой. Что манера поведения Трампа – это его персональные заморочки, которые никак не влияют на союзнические отношения с Украиной. Это, конечно, поразительный талант Трампа. Он у власти всего 6 недель и уже умудрился сделать так, что самые верные союзники США, которые всю дорогу во многом на США ориентировались, по крайней мере во внешней политике, сейчас даже не сочли нужным промолчать. По этой линии вряд ли что-то изменится. Евросоюз с момента победы Трампа на выборах имел в виду возможность остаться один на один с огромным агрессивным соседом. Имел в виду, что, возможно, придется поддерживать Украину без США. Вице-президент Венс на Мюнхенской конференции по безопасности эти опасения в полной мере подтвердил. Перепалка Зеленского с Трампом добавила накала страстям, но существенно-то ничего не изменило. США, очевидно, больше не тот партнер, на которого можно положиться в деле безопасности, как минимум на ближайшие 4 года. Вторая линия внутриамериканская. И тут мало что определенно можно сказать. Понятно, что Трамп в ярости. Мы знаем Трампа как человека ни в чем настолько непоследовательного, как в мстительности. Он помнит всех, кто был с ним недостаточно учтив, кто его не поддерживал, кто ему оппонировал. Можно ожидать, что он использует все свои возможности и полномочия для того, чтобы наказать Украину и персонально Владимира Зеленского. Трамп ожидал, что получит триумфальное соглашение по украинским недрам, которое не имеет никакого отношения к войне, но будет выглядеть для его ядра поддержки как победа. А получил очень некрасивый публичный скандал. И теперь вовсе непонятно, как это соглашение будет подписано и будет ли в принципе. Но Дональд Трамп – это все-таки не США. Он так не считает. Он считает, что его избрали царем, богом и воинским начальником. Что он волен выдумывать правила, сам их нарушать, сам карать и миловать. Но все-таки в США существует целая масса политических акторов со своими интересами, и в интересы эти по большей степени не входит превращение Соединенных Штатов в субъект Российской Федерации. В какой бы степени Трамп не контролировал все 3 ветви власти, насколько бы не подмял под себя республиканскую партию, его возможности не безграничны. На словах безграничны, на практике нет. Он может попытаться остановить вообще все выплаты в помощь Украине. Но выплаты эти происходят не по указу Байдена. Выплаты эти идут в рамках принятых и действующих законов. И мы видим, что когда администрация уж слишком явно закон нарушает, на его защиту встает суд, и худо-бедно, пусть с большим скрипом, но приходится выделять деньги туда, куда обещали. Администрация Трампа уже объявила, что остановит поставки военной помощи Украине на миллиарды долларов. Но опять же, это проще сказать, чем сделать. Сильно урежут, вставят всевозможные палки в колеса, может быть, да. Совсем все зарубят? Скорее нет. Хорошенько задумавшись, очень трудно понять, какие последствия у этой перепалки будут в реальном мире. Администрация Трампа перестанет быть союзником Украины? Так она и так им не была. Попытается зарезать всю военную и финансовую помощь? Так, наверное, и без того попыталась бы. Трамп об этом говорил через слово. Перед нами беспрецедентное событие по формату, но по существу стороны не сказали друг другу ничего нового. Перед этой встречей отношения были откровенно плохими. После этой встречи они плохими и остались. Что это говорит нам о перспективах мира? Ничего не говорит. Мы не стали к нему ближе, не стали дальше. Давайте уже перестанем жить внутри собственных иллюзий. Весь мирный процесс последних 2 недель происходил исключительно в заявлениях Трампа и его команды. Между Россией и США идут переговоры о работе посольств. Это не значит совершенно ничего. Ни единого слова, за которое можно было бы зацепиться и сказать, что вот он, мирный процесс, у нас нет.
Нет никакой связи между восстановлением численности персонала посольств и войной. Мирного процесса не было и нет. Провал подписания договора о недрах тоже никакого отношения к войне не имеет. Был бы это мирный договор или хотя бы договор о прекращении огня, вопросов ноль, очень важное было бы событие. Но это просто коммерческое соглашение, в котором еще и никак не участвует Россия. Прекратить эту войну Зеленский никак не может, сколько на него в Белом доме не кричи. Не он ее начинал, не он ведет наступление. Прекратить войну может только Владимир Путин, а с ним пока никто даже разговоров никаких на эту тему не начинал. Возможность прекращения огня по текущим границам путинские чиновники, в частности министр иностранных дел, категорически отрицают. А без этого никакое движение к миру невозможно в принципе. Приблизились ли мы к такому типу мира, который возникнет в связи с захватом России Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов? Или хотя бы заявленных Путиным как цель Запорожья и Херсона? Тоже нет. Продвижение российских войск как было медленным и очень кровавым, так и остается. Усложнение отношений Украины с США в этом вопросе может, конечно, России помочь, но не сразу и не сильно. Если резюмировать, произошла очень некрасивая и беспрецедентная история, но какие последствия она будет иметь в реальном мире и будет ли вообще иметь, пока не ясно. До завтра.